А ты уверен, что твои AirPods работают на максимум? Потому что по моему опыту 9 из 10 людей делают одно и то же. Открыли кейс, нажали подключить и все. А потом говорят, ну да, звук нормальный. Так вот, он может быть в разы лучше. И сегодня я покажу, как правильно подключить и настроить AirPods Pro к iPhone, чтобы они звучали так, как задумала Apple, а не как получилось по умолчанию. Привет, с вами IT-Dog. Если у вас AirPods Pro, поздравляю, это одни из самых лучших наушников. Но есть нюанс, из коробки они работают не на максимум. И Apple об этом почти нигде не говорит. Поэтому давайте сделаем все правильно с самого начала. Но прежде чем начать, буду благодарен, если поддержите меня лайком и нажмете на колокольчик под этим видео. Спасибо вам большое, если вы это сделали. Усаживайтесь поудобнее и поехали. Итак, шаг первый. Правильное подключение. Начнем с этого. Разблокируем iPhone. Открываем кейс AirPods рядом с телефоном. Ждем появления анимации. На телефоне должен быть включен Bluetooth. Дальше нажимаем «Подключить». И вот здесь главное правило. Не закрывайте экран и не убирайте телефон, пока анимация полностью не закончится. Почему это важно? Потому что именно в этот момент iOS применяет часть базовых системных настроек. Управление шумом, пространственный звук, автоматические сценарии. Если закрыть экран раньше, AirPods подключится, но часть функций может активироваться некорректно. Звучит странно, но это реальный и проверенный момент. Шаг 2. Главное меню, куда почти никто не заходит. AirPods подключены. Теперь идем туда, где и происходит вся магия. Открываем настройки, Bluetooth и нажимаем буквочку И рядом с AirPods. Если вы сюда никогда не заходили, вы используете AirPods процентов на 60. Гарантирую вам. Шаг номер 3. Настройка персонального пространственного аудио. Первое, что проверяем, это персональное пространственное аудио. Именно персональное, а не просто пространственное. Если его не настроить, звук будет нормальный, но плоский, без глубины и сцены. После персонализации появляется объем, сцена, ощущение, что звук вокруг тебя, а не в голове. Особенно заметно в YouTube, фильмах, сериалах, в Apple Music и так дальше. Настраивается один раз, а разницу слышишь каждый день. Поверьте. Шаг 4. Самая важная часть – это шумодав и режимы. Теперь ключевой момент, который реально влияет на удобство. Находим пункт управления шумом. Здесь есть 4 режима. Прозрачность, адаптивный, шумоподавление и выключи. Важно понимать, активный может быть только один режим, и это нормально. Ниже есть настройка переключения режимов при удержании ножки. И вот здесь по умолчанию часто разрешены сразу несколько режимов. В итоге вы удерживаете ножку, режимы переключаются по кругу, и вы не всегда попадаете в нужный. Это медленно, это раздражает. И именно из-за этого люди думают, что AirPods какие-то странные. А как настроить правильно? Смотрите на пункт нажатия на ножку для переключения режимов. Там можно выбрать, какие режимы будут переключаться при удержании ножки. Именно здесь вы можете убрать лишние галочки, чтобы оставить только шумоподавление и прозрачность. Адаптивный и выключить можно снять, если они вам не нужны. Мой практический совет: оставьте только 2 режима – шумоподавление и прозрачность. Снимите галочки с адаптивного и выключи. Теперь все идеально. Одно удержание – шумодав, следующее – прозрачность. Быстро, понятно и без промахов. Адаптивный режим можете оставить, если реально им пользуетесь. Но большинству он просто не нужен. Шаг номер 5.
жесты о которых забывают. Мало кто знает, но громкость можно менять свайпом по ножке. Вверх громче, вниз тише. Все логично. Это работает без доставания iPhone. Круто. Шаг номер 6. Кейс тоже умный. Да-да-да, все верно. AirPods Pro 2, как у меня, это не только наушники. Кейс отображается в локаторе, может издавать звук, реально помогает найти его дома или в рюкзаке. Круто. Да, AirPods теперь можно потерять и спокойно найти. Шаг номер 7. Микрофон и обнаружение уха. Обязательно проверьте микрофон автоматически. Обнаружение уха включено. Именно из-за этих двух пунктов пропадает звук. Странно работает микрофон. AirPods ведут себя непредсказуемо. Шаг номер 8. Отслеживание головы. Это напоследок, друзья, попробуйте, рекомендую. Персональное пространственное аудио с отслеживанием головы. Особенно в фильмах и YouTube. Если не зайдет, всегда можно выключить. Но эффект стоит попробовать хотя бы раз. Друзья, если что-то пошло не так, нет анимации, проверьте Bluetooth. Звук странный, проверьте персональное пространственное аудио. AirPods отваливается, обновите iOS на iPhone. AirPods любят свежую версию, старую просто терпят. Ребята, теперь вы знаете, как правильно подключить и настроить AirPods, а не просто подключить и забыть. Напишите в комментариях, у тебя AirPods Pro или обычные. Заметили ли вы разницу после нормальной настройки? А также ставьте лайк, жмите на колокольчик. Дальше будет еще больше фишек Apple, о которых не пишут на коробке. И еще, если вас интересуют самые крутые обои на свой iPhone или Android, загляните в наш Telegram, ссылочка в описании. На этом все. С вами был IT Dog. Всем удачи и пока-пока.